Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Женя, и я живу в Аргентине уже 22 года. Сегодня я хочу продолжить рассказ о нашей миграции и заострить внимание на образовании в Аргентине. Две недели после того, как мы смогли устроиться в городе Сальта и еще до сих пор проживали в отеле, нас уже записали в школу. Как это все произошло? Один сотрудник моего папы дружил с директрисой одной из самых престижных государственных школ города Сальта. Он нас отвел к ней со всеми документами, и вот так вот нас просто приняли в школу, когда мы еще не говорили практически совсем по-испански, нас просто определили по возрасту. Какие были мои первые впечатления о школе? Первое впечатление – это что образование слабое и нет дисциплины. Но хочу заострить внимание на том, что в государственной школе много чего может быть по-другому по сравнению со многими частными школами. Что же я делала по этому поводу? Ну, для начала я не понимала языка, а это значит, что особенно такие предметы, которые основаны на болтовне, скажем так, как, например, история или право, были для меня очень трудными. Но через пару месяцев я уже начала достаточно понимать, и уже в конце года я была лучшей ученицей своего класса, а по окончанию школы я была лучшей ученицей своей школы. То есть пункт первый – это язык, и я считаю, что это не проблема, особенно для маленьких детей. Напомню, я была подростком, мне уже было 14 лет, и тем не менее язык я усвоила довольно-таки быстро. В моем случае я дополнительно уделяла этому время постоянно. То есть я постоянно везде ходила со словарем, это был 2001 год, то есть, сами понимаете, приложений на мобильнике не существовало. И кроме словаря, который мы привезли из Украины, который, там половина была русско-испанской, половина испанско-русского, это такой словарь, который, в принципе, можно носить с собой везде, но это значит, что в то же время слов в нем недостаточно. Я еще попросила моих родителей в супермаркете, чтобы они мне купили энциклопедию. В этой энциклопедии были определения испанских слов на испанском языке. А еще я смотрела телесериалы, фильмы и постоянно записывала фразы, которые я не понимала, либо для того, чтобы начать понимать, какое время глагола нужно правильно использовать. Ну, а вот, например, моя сестра, которой было 12 лет, она ничего этого не делала и, в принципе, язык изучила так же быстро, как и я. Дело в том, что мне еще нужно было ходить с моими родителями, разрешать некоторые проблемы, и меня использовали за переводчика. И когда нужно было отредактировать какой-то текст, какое-либо заявление, либо понять какой-то контракт, то тоже мне приходилось в этом во всем участвовать. Так что, в принципе, мое более глубинное изучение языка пригождалось в этом ракурсе. Насчет уровня образования я могу сказать, что оно очень разнообразное по всей Аргентине и в различных школах. То есть государственные школы – это одно, и частные школы – это совсем другое. А также среди государственных школ есть огромное разнообразие, потому что зависит от того, как ими заправляет каждая провинция и даже каждый директор школы. Мне всегда хотелось более сильного образования, но мои родители не могли заплатить за частную школу, поэтому я старалась учиться сама по себе и углублять различные темы. Например, мне нравилась математика, и я стала участвовать в олимпиадах по математике. Как я к этому готовилась? Пару мальчиков из моей школы, постарше меня,
У них уже был опыт во всем этом, и они каждый год участвовали на различных уровнях, и даже на интернациональном уровне олимпиад по математике. И они подготавливали меня и других детей, которые хотели тоже поучаствовать. А как же они подготавливались? Они просто ходили в университет и слушали некоторые лекции. А еще один пример. Я попала в класс, где обучали французскому, но мне хотелось как-то более лучшего уровня, чем то, что мы могли проходить на уроке. В то время назначили еще одного преподавателя, который давал дополнительные уроки в библиотеке. И я ходила на эти дополнительные уроки. Помимо того, я еще училась в музыкальной школе, и на тот момент мы думали, что мое будущее будет направлено на музыку. Из этого я хочу дать пару советов. Если вы можете позволить себе заплатить за частную школу и с уклоном на какой-либо предмет, или даже бывают школы, где преподается на 2 языках, например, на английском, на немецком или на французском, то советую заплатить все-таки и вложить в это образование. Но если у вас нет возможности заплатить за частную школу, то можно готовить ребенка по определенным предметам в зависимости от того, что вы там можете спланировать приблизительно на будущее. И уже за пару лет до университета можно подготовиться именно вот по этой профессии. Насчет школы, конечно, я хотела какого-то там уровня, но сегодня я могу сказать, что, во-первых, нужно быть благодарными, потому что, чтобы попасть в ту школу, в которую нас определили, люди стоят на очереди, и не всем дают место в этой школе, а нас просто привели, каких-то там иностранцев, и вот так вот просто нас взяли в эту школу. Более того, когда в последнем классе ты становишься лучшим учеником, то тебе позволяют носить аргентинский флаг. В то время у нас даже не было аргентинского гражданства. Так как я была лучшей ученицей своей школы, все-таки разузнали в министерстве, и пришел ответ, что я могла тоже носить аргентинский флаг на каких-то различных мероприятиях. То есть представьте себе, насколько вас могут принять по тому, какой вы есть, и не по вашей национальности. Исходя из этого всего, главный совет – это перестать сравнивать. Если вы здесь будете оставаться на ПМЖ, то не нужно сравнивать это образование с образованием, например, в России. Просто нужно нацелиться на будущее. Что вы хотите для своего будущего и как к этому прийти. Нужно понять, что ваши дети находятся уже в этой системе. И самое главное – окончить школу вовремя, около 17-18 лет. И если у вас есть планы поступить в университет, то заранее начать немножко подготавливаться к этому. Насчет университета. Университеты государственные, они бесплатные, но для уровня граду. Для уровня постграду нужно платить. Разве что вы собираетесь получать какую-либо докторскую степень, и на это есть стипендии от государства. Самое первое, что можно заметить об университетах, это то, что уровень школы может не позволить хорошо учиться в университете. То есть большинство государственных школ не дают достаточной подготовки для университета, и поэтому многим людям потом там становится совсем не сладко, и они не могут пройти многие предметы, многие экзамены, и просто начинают повторять по несколько раз один и тот же предмет, либо переходят на какие-то другие факультеты, делая вывод, что эта профессия не для них. Но на самом деле это часто бывает из-за нехватки подготовки. Но, как я уже сказала, это можно решить за пару лет до университета. А теперь о главном. Как проходит учеба в Аргентинском университете? Во-первых, это все проходит без взяток, без подарков. То есть не нужно идти на экзамен с бутылкой шампанского или с какой-то коробкой конфет. Даже не идите лучше с букетом цветов, потому что на вас очень странно посмотрят. Здесь просто идешь, сдаешь экзамен, показываешь свои знания, и на базе этого получаешь твой балл. Все по-честному, без всяких знакомств, без всяких связей. Просто приложить усилия
Просто нужно приложить усилия и добиться результатов. В Аргентине не выгоняют из университетов. То есть, если человек учится вместо 5 лет, лет 8, 10 или 12, то это не проблема. То есть, часто люди могут работать и учиться параллельно, и они делают это в своем ритме. А когда люди бросают университет, это в основном случается, когда они не смогли просто уравновесить работу с учебой. А еще очень интересный факт – это о том, что аргентинские университеты, государственные и частные, имеют много договоров с университетами в других странах. Это значит, что здешние университеты принимают студентов из различных стран, например, на год, и в то же время студенты отсюда могут поехать по какой-либо стипендии на год или на полгода, чтобы пройти какие-либо предметы и заодно подучить язык. То есть, находясь здесь, можно уже начинать какие-то связи с другими странами, если вас это интересует, например, для ваших детей или для вашей же профессии. Что я могу сказать в итоге по поводу аргентинского образования? Мне кажется очень важным, что все люди аргентинской национальности и любой другой национальности могут иметь к нему доступ. Мне кажется, это о чем-то говорит, о чем-то очень глубоком, о том, как мыслит эта страна. И конкретно для меня это был просто подарок, так как на Украине, потому какой была наша ситуация, мои родители вряд ли смогли бы заплатить за образование в высшем учебном заведении. В то же время могу сказать, что, по крайней мере, эта страна вас к чему-то подготавливает. Даже если вам потом не нравится то, что вы можете добиться в этой стране с этим образованием, у вас открыты все двери. И это нужно ценить. На сегодня это все. Мы скоро увидимся в новых видео. И всем пока!